Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня у нас пятница, 4 февраля. Достаточно прекрасный и хороший день. Но есть один момент, на который каждому нужно обратить внимание. Это сегодня, 4 февраля, последний день ретроградности Меркурия. И, друзья, сегодня, к сожалению, где-то энергии будет не хватать. Но именно сегодня, очень важно провести одну практику, нарисовать на руке одну цифру, которая поможет вам открыть возможности и потоки изобилия в вашу жизнь. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Будет очень много полезной, важной и нужной информации. Итак, друзья, сегодня у нас с вами пятница, 4 февраля. Энергии людям где-то будет не хватать. Поэтому мы рекомендуем в пятницу сегодня сбавить обороты и посвятить все-таки время планированию, своим всем текущим делам и полноценному отдыху. Все-таки, друзья, сегодня пятница, последний рабочий день, далее выходные. Кому-то это психологически сложный день, для кого-то именно влияют планеты, влияют звезды, но все же. Также сегодня, друзья, берегите себя, избегайте любого экстрима, потому что вероятны телесные повреждения и заболевания. Также сегодня обращаем ваше внимание, откажитесь от каких-либо медицинских операций. Также сегодня не посещайте больных для того, чтобы не взять на себя чужое заболевание. А вот удачные часы, которые помогут вам нейтрализовать плохие влияния и благоприятно в это время обращаться за помощью, и вам точно окажут поддержку, это время с 12 часов 15 минут до 14 часов 30 минут. Также сегодняшний день не подходит для активности, рожденным в год лошади. Обращаем ваше внимание, сегодня в какой-то степени действуют противоположные энергии, но все же по своей энергетике можно этот день считать нейтральным. Но все же пятница, сегодня 4 февраля, не начинайте какие-либо новые проекты и воплощайте в жизнь только новые замыслы. И, как мы уже сказали, займитесь просто текущими вопросами. В первой половине дня сегодня благоприятно навести порядок в доме и на своем рабочем месте, в деловых бумагах, ваших заказах. И, конечно же, постарайтесь уделить внимание своему смартфону, чтобы удалить ненужную информацию, фотографии, переписки. В общем, очень важно сегодня в первой половине дня очистить свое жизненное пространство. Поэтому обязательно, если вы даже работаете, уделите 5 минут своему рабочему месту. Далее, друзья, вторая часть дня, а это у нас, если быть точным, после 13 часов 27 минут по московскому времени, проведите это время уже за своими какими-то долгосрочными проектами, которые нацелены у вас на будущее, потому что впоследствии то, над чем вы будете трудиться, даст вам свои устойчивые плоды. День, конечно, может нести ряд каких-то препятствий, каких-то трудностей, которые вам придется решать. Но в любом случае, чтобы перед вами неприятности не возникали, сохраняйте сегодня позитивный настрой и радуйте себя даже маленькой победой. Или вычеркните дело из вашего списка дневных задач. И вы знаете, вот такое вот расположение своего духа всегда придаст вам сил и энергии. Сегодня у нас с вами пятница, день Венеры, поэтому одежда и аксессуары розового или ярко-пестрых цветов наполнят вас гармонией и праздником души. Обращаем ваше внимание, что многим из вас сегодня уже ближе к концу рабочего дня захочется отдыха, сна, знаете, уплывать в просторы воображения для того, чтобы представлять себе вот то, что вы хотите видеть, чувствовать в своем мире. Если у вас, обращаем ваше внимание, не получится сегодня не работать, то в таком случае постарайтесь уделить внимание максимальной работе до 15 часов по московскому времени. Также обращаем ваше внимание, старайтесь сегодня поменьше уделять внимание финансовым темам.
Также в течение дня будьте очень внимательны, потому что остановившийся Меркурий может путать сегодня карты и давать сбои связи, где-то нестыковки будут в действиях, возможно, опоздания, задержки даже в получении информации и грузов. Обращаем ваше внимание, кто занимается именно доставкой товара. Но уже поздно вечером многие могут почувствовать импульс бодрости, который задаст тон грядущим активным и взбудораженным выходным. Обращаем ваше внимание, что 4 февраля Меркурий вернется в свое нормальное движение. 4 февраля уже ближе к ночи, но он пока находится без движения. Поэтому будьте готовы к тому, что дела, которые вы планировали долгое время на этот день, могут сегодня продвигаться очень медленно. Как мы уже сказали, задержки и так далее. Но вы должны в обязательном порядке поднимать свой боевой дух. Поэтому наберитесь терпения, соблюдайте правила, инструкции, договоренности. И самое главное, не торопитесь. Если вы видите, что у вас что-то не получается 4 февраля, не стремитесь это сделать. Даже если у вас именно есть дедлайн сегодня, например, до 17 часов, а вы видите, что уже час дня и у вас не получается по разным причинам, отпроситесь, объясните, потому что вот что бы вы ни делали, будете уделять максимум внимания, но ничего, к сожалению, не получится. Обращаем ваше внимание, что сегодня с 12 часов 41 минуты по 17 часов 56 минут Луна без курса. Поэтому не спешите начинать какие-либо новые дела и не покупайте что-либо связанное со связью и не стремитесь подписывать документы. На следующей неделе у вас появится время для того, чтобы этим точно заняться. Кроме того, растущая Луна начнет свое активное действие и, соответственно, у нас пойдет с вами уже все как по плану. Аффирмация этого дня, которая поможет вам сегодня, 4 февраля, звучит следующим образом. Сегодняшний день несет добро мне и моим ближним. Я спокойно сплю и просыпаюсь с радостью. Я легко прощаю себя за былые ошибки. Я беру от жизни все лучшее и даю ей все лучшее. Жизнь – мой мудрый учитель и наставник. По народному календарю, друзья, у нас сегодня день Тимофея или Тимофеев день, полузимник. Сегодня не стоит делать ремонт, а также начинать подготовку к нему. Например, отклеивать обои, двигать мебель или убирать вещи. Считается по народным приметам, что сегодня домовой может возмутиться, и это для вас может обернуться неприятностями. Запрещается сегодня лениться, особенно не рекомендуется лежать долго в постели, иначе сляжете, но уже из-за недомогания. Не стоит сегодня и выносить вещи на помойку, в противном случае с достатком будут проблемы. Также оставьте на время походы на маникюр и к парикмахеру, а также в баню. Сегодня для этого неудачный день. Также сегодня в Тимофеев день выходить на улицу, не спрятав волосы, нельзя, потому что к волосам может прицепиться нечисть и внушить вам дурные мысли. Нельзя сегодня и отправляться в дальнюю дорогу. Начатое в этот день путешествие сулит вам больше несчастий, чем радости. А вот сны, которые снятся на Тимофея, считаются вещими. Если человек родился в день Тимофея, 4 февраля, то он будет суров так же, как и мороз за окном. Также обращаем ваше внимание, что сегодня, 4 февраля, нельзя смотреться в зеркало мимоходом, чтобы не растерять красоту. Нужно остановиться и вдумчиво оценить свое отражение. Тоже касается воды. Увидев себя в ней, необходимо чуть задержаться над гладью. И сегодня постарайтесь уже ближе к вечеру, 4 февраля, пробыть время с семьей, и тогда ваши родственные узы обязательно окрепнут. Если же отказать в гостеприимстве близким и родным людям, то можно поплатиться своим здоровьем. И, друзья, сегодня у нас с вами денежный день. День, когда мы с вами можем провести одну прекрасную практику. Эта практика очень хорошо работает. Она быстрая, простая, но в то же время очень действенная.
спокойно. Итак, рисуем на запястье левой руки, если вы правша, и левши, соответственно, на правом запястье, и говорим следующие слова. Кодирую себя на деньги срочно. Сегодня вы можете нарисовать любым цветом, любым инструментом. Это и ручка, может быть, карандаш, маркер и даже краска. Здесь не имеет значения. Сегодня очень хорошо работает эта практика. И, друзья, нарисовали, сказали, кодирую себя на деньги срочно, и далее начинаете заниматься своими делами. Только помните, проводим эту практику только в хорошем настроении и не находимся в апатии и со злостью. Это нельзя ни в коем случае делать, или находясь завидовать, или в депрессии. Пожалуйста, помните, любые практики, которые мы проводим, только всегда в хорошем расположении духа. Вот такой, друзья, у нас с вами день, достаточно прекрасный, замечательный день. Да, есть кое-какие моменты, но они не помешают нам провести этот день в прекрасном расположении духа и закончить эту рабочую неделю.